17 ноября 2025 года, во время рутинной ночной смены на марсианской станции Арес Хабитат 3 в регионе Элизийская равнина, произошло событие, которое сначала показалось инженерам обычным шумом в данных, а спустя несколько суток превратилось в самый спорный внутренний кейс Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства за последние десятилетия. В 3 часа 14 минут по всемирному координированному времени главный сейсмический модуль станции зафиксировал серию слабых, но аномально стабильных подземных толчков на глубине порядка 50 метров прямо под участком, который до этого считался геологически скучным, равнинным, без выраженных разломов и древних структур, идеально подходящим для размещения стационара. Частота этих микросейсмов оказалась подозрительно ровной, с разбросом в пределах тысячных долей герца, что не укладывалось в модель теплового остывания коры, по которой случайные напряжения дают гораздо более шумный спектр. Дежурный оператор сначала отметил это как возможный сбой датчика, но протокол требовал перекрестной проверки. Через 18 минут марсоход-ровер «Дельта», выполнявший плановое лазерно-спектральное картирование в радиусе 6 километров от станции, передал пакет данных с бортового георадара. Под поверхностью, в пределах того же квадрата, индицировалась аномалия в отраженном импульсе. Плотная структура правильной круглой формы, диаметром около 63 метров, с вертикальным продолжением не менее чем на 20 с лишним метров вниз. Временная задержка связи с Землей означала, что первые решения приходилось принимать на Марсе. Утренний брифинг группы геологов и инженеров Сол-9 прошел прямо в командном модуле. На большом экране крутилась трехмерная реконструкция подповерхностной картины, и уже на этом этапе ряд гипотез был отброшен. Ни ледяная линза, ни древний канал лавы, ни остатки ударного кратера не давали такого ровного, почти идеального по форме сигнала, а расчетная плотность слоя в центровой части превышала плотность реголита и базальта примерно в 3 раза. В 6 часов 20 минут по станционному времени в район аномалии выдвинулись 2 ровера. Сам ровер «Дельта» и вспомогательный платформенный модуль с буровой установкой. Уже на глубине около 1,70 м бур уперся в слой материала, который не походил ни на один ранее добытый образец. При вращении момент двигателя вырос, но не критически, и бур продвигался дальше, словно проходя через очень твердый, но внутренне однородный объект. Извлеченный керн под номером 14R имел серо-металлический блеск и необычно гладкую поверхность на срезе. Когда образец доставили в лабораторный модуль и подвергли первичному рентгенофлуоресцентному анализу, стало ясно, что речь идет о сплаве на основе железа и никеля, с примесями элементов, характерных для железных метеоритов, но с аномально низким уровнем окисления и структурой, напоминающей контролируемое охлаждение, а не хаотичную кристаллизацию. Геологи еще пытались привязать это к сценарию падения крупного железного метеорита, однако уже через несколько часов георадар глубокого зондирования X-7, развернутый на площадке, дал более подробную картину. Под верхним слоем реголита лежала ровная, почти идеальная по горизонтали плита толщиной порядка 2 метров. Под ней начиналась цилиндрическая полость, уходящая вниз не менее чем на 25-27 метров, внутренние стенки которой давали резко отличный от окружающей породы отклик, а в центральной зоне фиксировалась стабильная локальная тепловая аномалия. Температура в этой области была на 2-4 градуса выше фоновой для данной глубины. При этом никакого магматического очага в модели региона не предполагалось, да и возраст местных лавовых полей оценивался в миллиарды лет. На Земле, в центре управления миссией, к этому времени уже собралась расширенная смена. Специалисты лаборатории реактивного движения, планетологи, эксперты по системам связи,
Но из-за 20-минутной задержки сигналов роль первичного жюри по-прежнему оставалась за марсианской командой. На следующий день было принято решение о минимальном проникновении. Использовать микробур Lancer-2 для создания узкого канала диаметром около 2 см через плиту и введения внутрь полости микрозонда МКАМ-бета с камерой и базовым набором датчиков температуры, магнитного поля и давления. Сверление прошло на удивление ровно. На глубине около 3 метров 80 бур резко потерял сопротивление. Это означало выход в полость, после чего внутрь был аккуратно протолкнут зонд. Первые кадры, несмотря на помехи и низкую освещенность, были достаточны, чтобы вызвать в научной группе почти физическое ощущение дискомфорта. Камера показывала абсолютно гладкие, лишенные естественных дефектов стены, с равномерным серым блеском, без трещин, каверн и каких-либо следов осыпания, характерных для пещер и пустот. На стенах шли параллельные полосы, зоны с иным коэффициентом отражения, и их регулярность больше напоминала следы термического воздействия, чем естественную слоистость осадочных пород. Внутри полости не наблюдалось ни пыли, ни льда, ни видимых включений, как будто она оставалась герметичной и изолированной. Примерно через 14 минут после введения зонда началась цепочка событий, которые позже вошли в отчет как эпизод 17-11. Альфа. На станции резко упало качество связи с обоими роверами, данные стали приходить с обрывами, на спектре радиоканалов появились устойчивые низкочастотные помехи, которые специалисты по связи описали как признак появления внешнего переменного магнитного поля. Одновременно с этим сейсмодатчики зарегистрировали новый импульс вибрации на той же базовой частоте, но уже с несколько большей амплитудой. При этом визуально грунт на поверхности оставался абсолютно неподвижным, а опорные маяки глобальной навигационной системы позиционирования роверов не показали никаких смещений. Когда система связи была перезапущена, МКАМ-бета успел передать последний пакет. Данные теплового датчика показали смещение центра локальной тепловой аномалии примерно на 20 см относительно исходного положения, будто источник тепла изменил свою геометрию или ориентацию внутри полости, хотя никакого движения стен камера не зафиксировала. Спустя 12 секунд после этого пакета связь с зондом оборвалась окончательно. Телеметрия показала лишь резкий скачок фонового шума и затем полную тишину. При этом буровой канал оставался открытым, а никаких признаков обрушения или закупорки по акустическим данным обнаружено не было. Самым важным оказался последующий изотопный анализ образцов. По соотношению космогенных изотопов и характеру микродефектов в кристаллической решетке было оценено, сколько времени материал находился под воздействием космического излучения, и получившийся диапазон от 20 до 200 тысяч лет не просто выбивался из ожиданий, а становился ключевым элементом аномалии. Если структура была укрыта грунтом так недавно по геологическим меркам, значит, либо она образовалась сравнительно поздно каким-то неизвестным процессом, либо была смещена и засыпана в результате события, следов которого на поверхности пока не найдено. Ни одна из стандартных моделей, которыми пользовались планетологи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, не могла объяснить одновременное наличие идеально правильной геометрии, металлической плиты и цилиндрической полости, локального источника тепла и столь малого возраста укрытия. Инженерная группа подготовила план расширения отверстия и спуска внутрь автономного модуля на тросе с собственным источником света и мощным набором датчиков. Однако отдел планетарной защиты наложил временный запрет на любые действия, способные нарушить целостность структуры, сославшись на риск неконтролируемого выброса газов, скрытых полостей или изменения напряженного состояния породы под станцией.
В результате в финальную версию внутреннего отчета попала лишь выверенная формулировка о подповерхностной структуре неясного происхождения, в то время как в закрытой переписке, приложенной в виде приложения к черновику, один из ведущих геологов позволил себе более прямую фразу: «Если это пытаться описать языком известной нам геологии Марса, подходящего слова просто нет». На момент последней зафиксированной записи структура под Элизийской равниной остается законсервированной в статусе «наблюдать, не вмешиваясь». Зонд признан потерянным. Повторные попытки радиолокационного зондирования показывают ту же картину, а сейсмический профиль участка с тех пор несколько раз демонстрировал короткие серии микросейсмов на той же частоте, что и в ночь первого обнаружения, причем без явной корреляции с температурными циклами или пылевыми бурями. Единственное, в чем специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сегодня уверены: под марсианским грунтом в этом секторе скрывается объект, возраст, форма и физические свойства которого не укладываются в существующие модели формирования коры Красной планеты. И эта комбинация признаков делает находку одновременно слишком важной, чтобы ее игнорировать, и слишком рискованной, чтобы в ближайшее время решиться открыть ее глубже. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.